деньги интересуют практически всех. Вы должны понимать, что в ближайшие полгода будет принят закон об ограничении снятия наличных. Страшно, но я должна это говорить. О чем мы все время смеемся? Но это не смешно на самом деле. Как ясновидящая вижу много огня, я вижу много разрушений. О чем это говорит? О возникновении Третьей мировой. Вот кто является опасным захватчиком мира. А вот ответ на вопрос. Откуда берутся заболевания? А кто, как ты думаешь, этот заговор придумал? И, кстати, Жириновский об этом знал. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь встречаемся на моем любимом канале «Жизнь. Имя. Собственное». И вы знаете, что я всегда приглашаю к себе в гости в студию уникальных людей. И сегодня у меня Дарья Миронова, ясновидящая, человек, который делится со всем миром сакральными знаниями. Вот все, что пришло, отдает вам. Поэтому будьте, пожалуйста, сегодня очень внимательными. Из того, что вы услышите от Дарьи, пожалуйста, стройте свою жизненную стратегию так, чтобы все сложности поменьше вас касались. И, пожалуйста, очень напоминаю, благодарю всех, кто присылает донаты в нашу студию и на наш канал. Пожалуйста, если вы получаете ценность, то осуществите энергетический обмен. Присылайте донат по ссылке внизу под нашим видео. А мы начнем наш разговор. Даш, спасибо огромное, что ты согласилась ко мне прийти. Ты человек очень популярный. И так как сейчас люди очень хотят знать, а что же будет, тревожатся, беспокоятся, не знают, как им справиться с турбулентностью, то, конечно, всех интересует, что нас ждет в самое ближайшее будущее. Что ты видишь и чему ты веришь из того, что видишь? А я обычно всегда верю всему тому, что я вижу, чую, понимаю, ощущаю. И, конечно, хочу поблагодарить, Мариночка, за приглашение. Мне очень приятно побывать здесь, в студии с прекрасной аудиторией, которая смотрит этот прекрасный канал. И я надеюсь, что сегодня зрители получат именно ту ценность, которую ожидают от нашего интервью. Первое, наверное, это то, что сейчас я вижу большие перемены. Год трансформационный, огненные лошади, довольно сильный, опасный. В буддизме, в Тибете есть такое древнее поверье, что если ты попадаешь в год огненной лошади, ты проходишь один раз внешнюю кору и сразу попадаешь на внутреннюю кору. Это бывает только один раз в 60 лет, потому что самый тяжелый год — это год огненной лошади. Он мучает всех, он трансформирует изнутри, он вываливает наружу все ваши блоки, обиды, претензии, переживания. И если у вас есть незакрытые гельштаты, они точно вскроются в 2026 году, потому что это такой год. Теперь по событиям мирового характера, конечно, я поговорим об этом. Это множество всяких разных моментов. Видения, которые вижу я, это огненные. Огня очень много, огненный дождь. И здесь я хочу вспомнить о 4 всадниках апокалипсиса. Да? Может быть, некоторым покажется зрителям, что я их пугаю, но я считаю, что древние мудрецы говорили, человек, который умеет читать символ, не только открывает себя этому миру, но и с успехом может преодолеть уровень отдельной личности и достичь понимания Вселенной. Поэтому знаки, знамения являются очень важными, скажем, действенными ключами к тому, что будет происходить. Если мы вернемся к именно пророчествам апокалипсиса, да, вот эти 4 всадника. Первый всадник у нас чума. Мы все помним, что этот всадник уже прошел по миру. Следующий всадник у нас война. Следующий всадник у нас голод. И еще один всадник — это смерть. И есть еще 5-й всадник, о котором не говорят, но он тоже существует, это спаситель, это некое спасение, которое должно прийти в мир для того, чтобы равновесие, равноденствие добра и зла определило дальнейшую судьбу мира и судьбу цивилизации. Теперь вернемся к тому, что же все-таки эти всадники апокалипсиса несут с собой. Вот это первый всадник, чума. Можем ли мы говорить о возвращении каких-то биологических, ну, скажем, вирусов, изменений трансформационных, мутационных, каких-то еще каких-либо? Да, конечно. Вирус Эбола, Южная Африка, Вьетнам, Китай. Все, что мы видим именно оттуда, и принесет за собой вирус. Как я предсказывала в разных других своих подкастах, я говорила о том, что вирус придет через воду, то есть заражение через воду. Поэтому можем ли мы говорить о том, что вирусы приходят? Да.
И одна из причин — это таяние многовековых ледяной шапки в Антарктиде. Представьте себе, тысячи лет назад формировалась ледяная шапка. Там были определенные климатические условия, биологические, скажем, сейчас нам кажется это аномалиями, но там другой климат был, другие, скажем, биологически активные бактерии, которые не свойственны нашему современному миру, нашей цивилизации в данный момент, в данной точке пространства и времени. Представляем себе, что вот этот тысячелетний многовековой айсберг начал таять. Мало того, что он увеличивает водяной покров, меняя климатические условия, у нас сейчас кризис и аномалии именно атмосферы, мы об этом сейчас поговорим очень подробно, но он выбрасывает в атмосферу Земли новые, активные, в спящем режиме находившиеся тысячи лет бактерии. То есть нет лекарства. Мы можем сказать, что эти всадники, они присутствуют в нашей жизни и будут присутствовать одновременно. Что вот мы пережили, допустим, ковид, все, этого больше не будет. Дальше пошла война. Все, пережили, больше не будет. Дальше пошел голод. Или все приходит к нам одновременно. Вот в видениях Иоанна Богослова все 4 всадника были вместе. Они должны соединиться в одну линию, в одну точку пространства и времени. А это значит, что все 4 всадника будут вместе. Но поэтапно. Лошадь будет бить копытом. И там, где она коснется земли, возникнет новый всадник. Так предначертано в знамениях. И я человек, который читает эти знамения и видит события, которые будут дальше развиваться, не могу об этом не сказать. Поэтому первый всадник — это чума. Он здесь, он сейчас. И вот если мы обратим внимание на те события, которые были ранее, не так давно, где-то месяца 2 назад, все говорили о лайнере в океане, где была непонятного происхождения африканская чума, а может быть не чума, и может быть это какой-то новый вирус, смертельно опасный, и что там заболели люди, и что они потом все по всему миру в итоге распространились, и никто не знает, чем это закончится. И вроде как замяли эту историю. Но это же был известный факт, это об этом все говорили. Потом вдруг возникают периодически какие-то информационные сбросы, что вирус Эбола обнаружили, а потом мы начинаем наблюдать за тем, что перед возникновением этого вируса почему-то идет массовое убийство фермеров, фермерских животных точнее, вот убийство фермерского хозяйства, почему-то у нас коровы все стали зараженными, хотя непонятно, почему они все зараженные, ведь те же фермеры говорят в интервью о том, что нет, никакой заразы не было, что просто взяли, убили всех коров, и все, на этом все закончилось, бизнес закончился, всю жизнь кормились. Это было вообще, родовое гнездо, скажем так. И что будет потом? А вот это уже второй всадник, да? Точнее, у нас третий. Это голод, да? Смотри, как получается искусственное происхождение голода, да? То есть что сейчас происходит? Вот вернемся к этому всаднику, раз мы уже перебросились на него, да? У нас сейчас кризис бензина, да? Кризис энергоресурсов. Это очевидно, да? Что это даст? Взлет цен космический, естественно, на продукты первой необходимости, на пассажирские перевозки. Многие задаются вопросом, а вот я в такси работаю, а вот у меня машина, а где я буду бензин заправлять, а как я буду? И уже мемы такие смешные пошли, как вот на каретах люди вызывают VIP-такси, там такое такси. Это, конечно, и смешно, и грустно одновременно. Это первый признак голода. Теперь посмотрим, что происходит в магазинах. Возникает какой-то тотальный страх, паничка. Люди боятся. Боятся того, что будет происходить, и не скупают почему-то туалетную бумагу, гречку, соль. Следующий момент, который я, как ясновидящий, как эксперт в своей области вижу, это проблема удобрений, сельскохозяйственных удобрений. А это как раз сельскохозяйственные культуры, огурцы, помидоры, пшеница. Это то, чем мы кормимся. Сейчас возникают проблемы с поставками из-за бензина тех же самых продовольственных товаров. Они как бы есть, но поставить их вовремя не получается, потому что перебои с бензином. Получается, что магазины тоже простаивают и не могут поставить вовремя свежий товар. Вот он, признак голода. Вернемся к следующему всаднику апокалипсиса. Да? Первый у нас был чума, второй война. Что происходит в мире? Прежде всего, что я вижу, это опасные столкновения военного характера по всему миру. То есть если мы представим Землю таким круглым шариком, то вот система такова, что я вижу, как взрывы идут в разных направлениях по всему миру.
Это довольно опасный момент, потому что я вижу столкновения, я вижу диверсионные группы, которые внутри взламывают государственную систему управления разных стран для того, чтобы создать хаос. И вот этот хаос начинается с того, что люди недовольны властью, то есть гражданские столкновения внутри самой системы управления. А дальше это разворачивается уже в диверсионный конфликт. И также я вижу, что очень много сейчас происходит странных вещей. На границах с Россией Европа готовится как будто бы к войне. Любой политик, любой аналитик, политолог скажет, что-то тут не то, они что-то закупаются. А у Европы стойкое мнение, что сейчас, после того, как военное, СВО изменится, и, естественно, Россия победит абсолютно точно. Это стопроцентная победа. То есть следующим будут, получается, Европа. Почему-то Европа думает, что Россия должна напасть на Европу. Это искусственно созданный конфликт, которого нет на самом деле. Но он постоянно подогревается пиар-компаниями со стороны Америки. То есть я вижу, как это дальше идет. Я была знакома с Жириновским лично. Я вот как с ним познакомилась? Он говорит, я тоже экстрасенс. Я говорю, я не сомневаюсь вообще ни разу. Я даже тогда еще, когда все ржали, он такой экспрессивный, он там может и взять вот, там, своему оппоненту стакан, взять там, и морду просто плеснуть, там, как это Брежнев делал, снять тапок, начать тапком бить по колоннам, там, говорить, да вы что, вы не понимаете, НАТО нападет. И вот все, кто ржал и думал, что это шут Гороховой, по факту говорят о том, что это реальный пророк настоящего времени. По сей день мы видим, что сбывается все, абсолютно все до деталей, о чем он говорил. Я вижу развитие арабо-израильского конфликта дальше. То есть он будет приостановлен на какой-то момент искусственно, а потом снова и снова будет набирать обороты. Я вижу также, что страны НАТО будут размещать дальше свои военные машины, а значит, они будут срочно располагаться на границах, сужая круг вокруг России. И самое интересное, что я вижу, что страны НАТО начнут размещать военное оружие на Кубе, а это уже стратегическое нарушение наших интересов. Все, начинается разворачивание следующей воронки. Я вижу как бы смерч такой, где страны НАТО начинают вступать в конфликт с Россией. О чем это говорит? О возникновении Третьей мировой. Страшно, но я должна это говорить, потому что если этого не скажу, как я не могу не видеть мировые события масштабного характера. То есть об этом также говорил Жириновский, будем честно говорить, как есть. И на самом деле это анализ даже логики. А если еще и ясновидение включить, то можно увидеть, как это будет разворачиваться. То есть мы сейчас находимся в передел мира, вступаем. Как скоро мы увидим вот подобные? 2028 год. Переломный момент для России 2030-2031. Прям четкие даты, причем ноябрь 2031. Перелом в лучшую сторону? Сложный вопрос. Что такое хорошо, что такое плохо? Это я вот в детстве еще книжку такую читала, нас еще в школе учили. Что такое хорошо, что такое плохо? На самом деле это глубокий, очень философский вопрос. В нашем понимании, что вверху, то и внизу. Нет ни хорошего, нет ни плохого. Для кого хорошо? Для кого плохо? Стратегически сложный вопрос, на него нет однозначного ответа. Я скажу так, что некий баланс мы найдем в 2031 году, но это очень сложный вопрос. Казалось бы, хорошо или плохо, легко ответить, невозможно так ответить. Это мировые события. Передел мира к чему придет? То есть в ближайшие 5 лет нас ожидают тяжелые времена. Нам надо будет прям потуже затянуть пояса. Кризисы практически во всех сферах. Мне многие спрашивают, а куда тогда деньги-то вкладывать, что делать? Потому что возникает реальный банковский кризис. Потому что все сбережения граждан будут с ограничением. То есть если у вас есть какие-то сбережения, то вы не сможете снять свои деньги. Одну минуту скажи, пожалуйста, нашим слушателям вот прям подробнее об этой истории, потому что деньги интересуют практически всех. Вот то, что ты говорила, сейчас это все прослушается, а вот про деньги обратите внимание. Даш, скажи еще раз. Но если у вас есть какие-то сбережения в банковских сферах, то вы должны понимать, что в ближайшие полгода будет принят закон об ограничении снятия наличных. То есть даже если у вас возникнет такая форс-мажорная ситуация, но мало ли что в жизни бывает, вы захотите переехать, не дай бог какая-то трагедия, нужны деньги.
Ваши личные деньги вы снять не сможете. Единовременно будет стоять ограничение. Для того, чтобы снять полную сумму, вам нужно будет давать объяснение, бумагу, документы подавать на рассмотрение. Только после этого вам, возможно, банк одобрит снятие всех наличных. Но, по сути, вы не можете иметь доступ к прямым своим банковским сбережениям. И это очевидно. То есть это будет закон, который будет принят уже в ближайшие полгода. Потом будущая валюта. Что станет валютой? Информация и вода. Я сказала о том, что вода будет заражена. Да, она будет нечистой. Поэтому, наверное, если мы говорим о том, что же станет валютой, во что вкладывать деньги, это именно в жизнь, воду и информацию. Где вы будете получать информацию? В сети интернет. Что будет происходить? Я вижу ограничения по всему миру в сети интернет. Это молчание, это дни тишины. Будет ли это создано искусственно? Да. Потому что по всему миру будут разворачиваться огромные военные конфликты. Передел мира приведет к следующему. Будут страны, которые объединятся и будут делить вместе территорию по всему миру. Это Индия, Китай, Россия. Это одна сторона. Следующая — Америка, Австралия, Великобритания туда входит и Япония. Это другая страна. То есть эти две державы начнут делить территорию власти по всему миру. Это искусственное объединение разных держав вместе для того, чтобы поделить мир. Но для того, чтобы это объединение произошло, по всему миру должны быть военные конфликты. Поэтому воронка вот этого черного смерча, которую я вижу, она коснется абсолютно каждого. Это коснется сбережения, это коснется здоровья, потому что это определенные вирусы. Еще я вижу очень странную вещь. Сейчас опять скажут, что это конспирологическая теория, но это не теория. Сейчас мы говорим о климатических изменениях, о страшных катастрофах, которые мы видим, да. Это Венесуэла, которая унесла огромное количество людей, это землетрясение. Если мы смотрим на территорию России, то что опасно на территории России? Это сейсмоактивные точки Камчатки, это Курильская гряда, это, конечно, Япония. Все это будет в не очень хорошем положении. Активное изменение коры, то есть магнитное поле Земли меняется. Даш, я бы хотела вернуться вот к тому моменту, когда ты говорила о деньгах. Про войну мы потом тоже поговорим, но вот сейчас, потому что многих интересует, и моих друзей, наших слушателей тоже интересует, не просто где их хранить. Понятно, что хранить очень сложно сейчас, но люди привыкли покупать недвижимость, это у кого-то это бизнес, а покупать машины, это тоже у кого-то бизнес, перепродавать, там еще что-то делать. То есть что в этот момент делать, когда, естественно, мы понимаем, что с финансами какая-то большая проблема? Первое, наверное, что следует, это вкладывать в недвижимость, потому что недвижимость будет расти, если у человека бизнес именно по недвижимости, перепродавать или сдавать в аренду, эта стоимость будет только увеличиваться. Это наиболее безопасный вид деятельности, который все-таки выживет, несмотря на сложную агрессивную среду. А в чем хранить деньги, мне многие спрашивают. Вообще, это, конечно, полупроводники, потому что на них будет очень высокий спрос, очень серьезный дефицит, а это все, что касается электрики, приборов, поскольку Тайвань и Китай тоже вступят в конфликт, а там как раз самое максимальное количество изготовления полупроводников. И если мы говорим о том, что же все-таки будет важным, это редкоземельные металлы, это, как ни странно, серебро, которое достаточно успешно будет расти. Золото не так, но тоже хорошо. Платина, палладий, как ни странно. Ну и вот все, что касается опять газа и бензина. Вот казалось бы, да, и вода. Вот такие странные вещи, но это именно то, что будет востребовано. А знаешь, когда я тебя слушаю, у меня ощущение, что, значит, это надо покупать на фондовом рынке. Ты же не будешь полупроводниками заполнять свою квартиру. Нет, но покупать, например, акции, да. Но я боюсь, что будет обрушение на фондовых рынках. Там прям будет колбасить и очень штормить фондовые рынки. Я бы вообще не считала подобную работу безопасной. Пожалуй, она самая рискованная, потому что ты сегодня
можешь выиграть и стать миллионером, а завтра Мгм. остаться вообще без всего, потому что фондовый рынок будет штормить так сильно, что обесценивается буквально за час будет все то, что до этого имело ценность. Слишком высокие риски, активные. И здесь нет такого момента, что было бы просто. Риски громадные. Почему ясновидящий не сидит на фондовых рынках? Хотя, по идее, да, вот я бы села сейчас на рынок, так, вот это возьму, это уберу, это возьму, потому что слишком высокий фактор риска. Я успеть могу за час заработать деньги и за час их проиграть еще больше. То есть это такая ставка очень жесткая. Это напоминает такую игру в рулетку, но очень опасную, потому что тут совершенно за час может измениться ситуация. Даже если ты видишь вперед, то ты можешь увидеть на час вперед, а на 2 часа ты можешь не успеть все увидеть. А через 2 часа ситуация на рынке фондовом поменяется. Поэтому если уж говорить о том, какие ценные бумаги, документы, акции покупать, это нефть, газ, это полупроводники, и это редкоземельные металлы. В любом случае, все, что с этим связано. Опять, тут надо смотреть, какая компания, надо смотреть, что будет. Не стала бы вкладывать в нововведение каких-то новых разработок сейчас, потому что не пойдет это все. Будет очень много идей хороших, но на все эти идеи нужны инвестиции, инвесторов будет не хватать. Поэтому, к сожалению, мы провалимся в экономическом, ну и политическом аспекте, что, в общем-то, понятно. Поэтому вот если говорить о деньгах, какой бизнес выживет? Ну, некоторый вид услуг. Но это, конечно, парикмахерская, это, конечно, ногтевой сервис. Как ни крути, это нужно всегда. Это продукты питания. Это вот основное. Но все, что будет по рынку ниже среднего, потому что кошельки очень, скажем, обеднеют наших среднестатистических Мгм. зрителей. И вообще, в принципе, не будет ни малого, ни среднего бизнеса. Его уже практически выжимают полностью из существующего экономического рынка. Поэтому получается, что все, что бюджетно, все, что реально, это вот эти магазины Ашан, я не хочу их Мгм. рекламировать, но это большие супермаркеты, где немного, но дешево можно купить. И опять здесь тоже будут введены ограничения, потому что будет ограничение на определенный вид покупок товаров, и это связано с существующими проблемами внутри экономики страны. И не только нашей, а вообще по всему миру. Мы говорим о спланированных акциях, которые постепенно подводят к изменению мирового порядка. Все, что сейчас происходит, уже было полностью продумано до мелочей. Кстати, Жириновский об этом знал. Он Мгм. имел доступ к секретной информации. Не будем вдаваться, опять же, в конспирологию, говорить о том, что это заговор против человечества, хотя частично это действительно так. Как ни крути, это вот эта теория золотого миллиарда, который выгоден и который управляем, и которому удобно будет проживать на, скажем, территории Земли, и остальные все лишние должны по разным причинам естественного характера как бы уйти. Вот мы и переходим к 4-му всаднику. Да, это смерть. Но вообще Ванга говорила, что смерти нет. Есть долгая разлука перед встречей. Мы бессмертные существа, мы живем тысячи, веками, столетиями лет, и мы никогда не заканчиваемся, мы никогда не умираем. И вот чтобы зрители наши не боялись этого, я хочу сказать следующее. Есть одна теория, но она считается очень конспирологической, но я скажу, что квантовая физика это подтвердит. Будут открытия японского ученого, они будут введены в Нобелевскую премию, но это открытие будет сказано следующим, то, что нет времени, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, и что плоскость жизни линейна, времени не бывает как такового, это в нашем мозгу, и это все будет основано на квантовой физике, когда нет наблюдателя, нет наблюдаемого, нет объекта, и ничего нету. А если мы куда-то смотрим, возникает объект и наблюдение. То есть мы живем в вакууме, в пустоте на самом деле. Вот эти объекты, которых мы чувствуем, это, скажем, некое свечение, некая вибрация, некое форматирование нашего мозга, так наш мозг видит. Но эта теория ведет к тому, что в 2012 году, 21 декабря, произошел конец света, потому что в шумерско-аккадских цивилизациях и, собственно, в календаре майя было написано о том, что мир погибнет. И мы Мгм. действительно погибли.
Но наше сознание мгновенно переселилось в другое измерение. Мы переходим постоянно в квантовом мире в изменения. То есть с одного ветки вероятности мы переходим сразу в другую ветку вероятности, мы прыгаем по вот этим измерениям, и мы не понимаем, что мы погибли. То есть наше сознание продолжает жить, но отсюда возникает эффект Манделы, о котором все говорят, да, в той реальности, где мы ранее были, и, может быть, более осознанные зрители понимают, что что-то произошло, потому что некоторые не могут не заметить, как быстро ускорилось время. Ты только проснулся, уже день, еще чуть-чуть там какие-то дела поделал, уже все спать Уже надо. все, да. То есть течение времени также изменилось. И очень многие зрители заметят повторяющиеся цифры. Это вот нумерология ангелов, ангельский календарь, когда тебя преследуют какие-то определенные цифры. Даже у меня постоянно. Нас знаки ведут. И вот поэтому смерти бояться не надо. То есть мы говорили о смерти, и почему мы перешли на эти знаки, на символы, потому что это подсказки для каждого из нас. То, что мы давно уже на самом деле погибли. И мы бесконечно живем. В момент смерти происходит огромный выброс энергии, поэтому этого всадника апокалипсиса бояться не надо. И в этот момент, возможно, ваше физическое тело погибает, но вы моментально перескакиваете в другую ветку вероятности. И там проживаете дальше. И ваше сознание не успевает понять, что оно непрерывно находится в понимании, что вот она жизнь, сознание помнит это тело, но оно уже в другой вселенной, в другой реальности, поэтому вот этот эффект Манделы возникать все больше и больше будет. И вкус продуктов, и вкус питания, все какое-то другое. Даже люди другие. Все поменялось. И тот, кто больше осознан на вот высоких вибрациях, это понимает. Поэтому мы бессмертные существа, но нас коснется этот, скажем так, всадник по-разному. У кого-то это будут болезни, у кого-то это будут какие-то глобальные перемены. Но вот если мы рассмотрим эзотерическую составляющую, то это 13-й аркан карт Таро. Он не всегда говорит о прямой смерти, не всегда. Но смерть здесь понимание как трансформация, когда, скажем, гусеница превращается в бабочку, происходит такая глобальная внутренняя, внешняя трансформация. Человек меняет все в своей жизни. В начале разговора мы с тобой говорили о том, что сейчас период изменений и внутренних, да, что в человеке внутри все меняется. Он становится больше направлен вот на себя, что я чувствую, что я вижу, что я творю в своей жизни. Совершенно верно. Если вы не будете менять внутри, и касается вы, я имею в виду зрителей наших, а мы сейчас пытаемся понять, как это вообще, как через это пройти, как это прочувствовать, как это понять внутри. То есть если тебя постоянно толкают к каким-то переменам, ехать по Франции жить, например, да, нужно задуматься, я для себя буду жить или для кого-то? А что для меня этот переезд? А что я могу сделать для того, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону? А что мне даст эта перемена, нужна ли она мне? То есть на эти все вопросы нужно внутренне себе найти ответы для того, чтобы понять, нужна мне эта перемена или не нужна. То есть если вы живете для кого-то, то вы уже кармически нарушаете баланс. А если вы живете все-таки в жизни, дорогие зрители, для себя, но при этом умеете быть благостными и нести добро и свет другим людям, возможно, вы в равновесии с самим собой. И в эти всадники апокалипсиса вы просто пройдете мимо них, и они вас не заметят, и вы сразу пойдете на возвышение, на самое лучшее. Вот в этот переход 5G, 6G, вот сейчас вот модно говорить, что вот происходит как бы трансформация. К чему вообще вот эти мировые события все ведут по итогу-то? К новому мировому порядку, к новому миру, цифровой валюте по всему миру. Я не могу сказать, что это прям хорошо или плохо. Опять я не буду ставить оценку. Но мы вернемся к пророчествам Иоанна Богослова. И там сказано: и начертают на тебе, так сказать, черту зверя, да. О чем это говорит? О том, что сейчас у нас есть госуслуги, у нас есть паспорт, у нас есть кошелек. Всего этого не будет, это будет вшито в ДНК. Сейчас Илон Маск делает вот такие интересные, скажем, эксперименты. Он взял там некое количество людей, которым встроил в кожу чип, вот как раз, чтобы они могли прикосновениями расплачиваться, чтобы у них там все данные были, их крови, анализы, все. То есть вот таким они смеются, ржут, они за это деньги получают. Вот, Даш, я и хочу спросить, да, с бензином проблемы, мы смеемся, у нас куча мемов, да, с чем-то еще проблемы, мы опять смеемся. О чем мы все время смеемся? Это физиологические реакции психики.
Потому что если мы не будем как бы переводить в шутку, мы просто сойдем с ума. Ну и потом, даже вот если я возьму анализ людей, которым сейчас вот ко мне приходят на прием, я обратила внимание, огромное количество зрителей и людей, которые меня смотрят, и те, которые обращаются ко мне, они страдают паническими атаками, страхами, депрессиями, непониманием, как жить, куда идти, куда. Вот самое сейчас, наверное, важное. 10 лет назад все спрашивали о деньгах и о любви, а сейчас все спрашивают, а в чем мой путь, в чем мое предназначение. То есть настолько сложно стало выживать, что даже не стоит вопрос денег, даже не стоит вопрос отношений. Хотя это тоже всегда было важным для каждого зрителя, для каждого из нас лично. А вот кто я в этой жизни, как мне жить, как мне действовать, как мне двигаться вперед. И вот тут как раз есть ясновидящие, духовники, наставники, учителя, которые могут с одного берега перевести тебя на другой берег, подсказать, куда идти, что делать, как поступить. То есть важно найти каждому человеку вот этот индивидуальный алгоритм решений, потому что страшно. Непонятно, куда летать, потому что я, например, вижу огромное количество проблем с авиаперевозками. То есть вот это вот топливо, которое было авиатопливом, его нехватка, и самолеты перейдут на обычное бензиновое топливо. Скажем так, двигатель-то к этому не подготовлен, соответственно, будут технические неполадки, вопросики, как летать, куда летать, а что делать. То есть все-таки это важно. И тут скрывается еще один момент. Тесла в свое время открыл еще один элемент, который засекретили — эфир. Это бесконечный источник энергии. Если бы люди понимали, что этим источником можно пользоваться, я, как ясновидящий, не могу этого не видеть, не могу не сказать. Это как раз этот бесконечный источник энергии, тогда все мировые корпорации, весь экономический и финансовый рынок ценных валютных операций он просто рухнет. А рано или поздно это произойдет. Может, ему пришла пора рухнуть? Именно поэтому будут введены цифровые валютные операции. Иначе просто экономика всего мира не выдержит. Чем будут плюсы? Вот что в плюс в этом? Если мы сейчас едем в другую страну, мы должны менять валюту, мы должны брать визу, мы должны там какие-то подготовительные вещи делать, то в дальнейшем, там буквально 8-9 лет от нашего с тобой разговора, и мы сможем увидеть, как ты будешь иметь доступ по всему миру, собственно, и передвигаться по всему миру, имея одну валюту, которая у тебя будет. Это огромный плюс, но это тотальный контроль за тобой. Что ты сделал, куда ты поехал. И есть такое понятие, как цифровой индекс, социальный индекс тебя. То есть что ты из себя представляешь, да, как личность, какие ты сделал скиллы. То есть ИИ-технологии будут анализировать человека и присваивать ему цифровой индекс. Ну и тебе будет разрешено определенное количество времени выхода в интернет, то есть доступ к великому информационному продукту, всемирному интернету, и тебе будет разрешено определенное количество поездок, определенное количество покупок, определенное количество денег. Но ведь искусственный интеллект может и ошибаться. Безусловно. Это опасно. Я против искусственного интеллекта, потому что я считаю, что вот кто является опасным захватчиком мира. Потому что искусственный интеллект не создаст литературное произведение с эмпатией, с чувственностью, с переходами тональности, эмоциями, которые только человек может создать. Искусственный интеллект просто напишет сухой, четкий алгоритм. Дальше нет. Почему люди стали обыдляться? Потому что они перестали думать, они перестали строить новые нейронные связи. Они начинают давать искусственному интеллекту задание, чтобы он за них все выполнил. Это ловушка, где вы постоянно начинаете... Ну, вот тут я электроника вспомню. Детский фильм. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. А к чему это приходит? К тому, что мы перестаем мозгами думать вообще. Мы даем задание искусственному интеллекту, пусть он за нас делает. А ты-то кто? Ты же человек. Где твоя интеллектуальная способность? Как в старом анекдоте «Вымрем». Вот это и есть самая опасная бомба замедленного действия в человеческой цивилизации в данный момент пространства и времени. Я не знаю, насколько сейчас зрители будут относиться к раскрытию инопланетных файлов, но об этом мы должны поговорить, потому что это существует. И Америка, американские секретные организации, в том числе секретная космическая программа, она существует, это факт, постепенно начинает делать открытия, то есть показывать сбросы информации
информационные файлы. А зачем они нам это показывают? Они готовят нас к открытию, к тому, чтобы мы были подготовлены к тому, что мы в контакте с инопланетными цивилизациями. На самом деле мы уже давно в Мы контакте. же не прерывали этот контакт. 43-й год — это первый контакт, даже 38-й, если быть еще более точным. Но если вам сейчас возьмут всем нам и сбросят эту информацию, что они уже там давно среди нас и так далее, то будет паника, начнется хаос, опять экономический обвал и все остальное. Ну, то есть нельзя же сразу раскрывать. Поэтому это постепенное открытие. Первый этап — это засекреченные файлы, то есть нам показывают старые видео, черно-белые, да, там, где какие-то непонятные объекты, вроде объект, вроде не объект, ничего не понятно, что какой-то свет, не свет, и потом нам будут показывать больше, в следующий раз будет еще один сброс, потом еще один сброс, и потихонечку нас готовят к контакту. Вот он, 5-й всадник апокалипсиса, где придут некие существа, скажем, хозяева этого мира, земли хозяева, потому что все-таки я думаю, что наши зрители осознанные и понимают, что они не от обезьян произошли. Но у нас реально очень осознанные зрители, иногда прорываются неосознанные, но это сразу видно по комментариям. Но в большей части это те люди, которые могут воспринять и принять все, что ты говоришь, конечно. И вот как раз вот это открытие будет 5-м всадником апокалипсиса, великий приход неких хозяев мира. Они создали нас. Это мы генетически модифицированный продукт. Абсолютно очевидно, что мы искусственно созданы здесь. И наша Земля — это не наша планета, мы здесь гости. Это даже физиологи, физикой, наукой можно подтвердить, потому что те же животные, они вот рожают детей, у них буквально день-два уже дети способны к самостоятельности, молочком покормил, а у нас 9 месяцев вынашивания, потом еще как минимум, пока ребенок пойдет. То есть мы вообще не приспособлены, мы постоянно находимся под атмосферным давлением, у нас искривляется позвоночник, мы испытываем определенную чудовищную перегрузку физически, то есть наше тело не подготовлено к проживанию на ходить по земле. Конечно. Наша цивилизация, наше сознание в данный момент не готово к всей правде, которую, вот, скажем, мы знаем. Ну, смотри, я тебе открою небольшой момент. Вот если мы заглянем в прошлое, в очень далекое прошлое нашей планеты, вот я сейчас совершенно 100% тебе дам инфу. Наша планета была с 3 солнцами, никакой Луны не было вообще. Это искусственно созданная голограмма. Прям точно тебе говорю. Мы были другими. Мы были минимум 7 метров ростом. И находят такие древние остатки с огромными черепами длинными, с высокими конечностями. Человек вот маленький, как, знаешь, вот сказки вот эти вот о великанах. Да? Это же тоже не просто так создано. Сказки никогда не бывают просто так. Единороги были, другие животные были, другая планета была. И даже Антарктида не была покрыта снегом. Это даже сейчас начинают доказывать, что когда-то Антарктида была цветущим раем. И там внутри есть пирамиды и много чего, о чем мы не можем даже вот в одном подкасте все рассказать. И, конечно, мы жили иначе. Сюда пришли другие. Они захватили Землю, они создали Луну, которая влияет на приливы, отливы, влияет на нас с вами всех. Они убрали Солнце, одна планета погибла. И вот как раз говорят о том, что есть планета погибшая, да, вот в нашей атмосфере, как бы сгоревшая, непонятно, что произошла какая-то сильнейшая катастрофа, то есть ядерная катастрофа, и что все обнулилось, все изменилось. И мы стали меньше, жить мы стали меньше. А раньше в шумерско-аккадских таблицах написано, там, царь такой-то жил 3000 лет. Тут я вспоминаю старейший фильм Тарковского «Солярис», когда планета обладала каким-то разумом и начинала людям, которые прилетели на эту планету, показывать какие-то, это я зрителям просто напоминаю, кто не знает, показывать какие-то видения. И вот наша планета обладает разумом, начинает реагировать на то, что мы вмешиваемся в то, что мы не имеем права делать. Эти вот тяжелые металлы оседают в почве, оседают в наших продуктах, которые мы выращиваем, в воде, еде, создают нам аутоиммунные заболевания, токсичное. Это все накапливается в организме. И вот я периодически, я вегетарианка, и я сдаю анализы.
Вот чтобы смотреть микроэлементы, количество своих микроэлементов, баланс держать определенный, это обязательно. То есть волосы, ногти нужно сдавать на анализ. Самое правильное. И ты смотришь, так, у тебя какое количество тяжелых металлов в организме. Думаешь, ничего себе. Откуда они у меня взялись? Откуда у меня тяжелые металлы-то? Я же как бы, нигде там на химзаводе-то вроде как и не работаю. А вот ответ на вопрос. Откуда берутся заболевания? Является ли это какой-то там задумкой против человечества? Опять мы возвращаемся к этому самому. Да, еще как, да. Может ли это быть связано с теми, кто потом придет как спасители? Да, это обычный анализ. Как ясновидящий, я не могу этого не сказать. Многие вещи зрители испугаются, а многие подумают, ничего себе, а ведь мне это тоже откликается. И пойдут искать информацию, И найдут. и найдут. Даш, я в одном из твоих подкастов публичных услышала, что ты уже 30 лет ясновидящая. Да. Расскажи, пожалуйста, как это произошло с тобой? Как ты почувствовала, что ты это видишь и чувствуешь? 10 лет мне было, это 90-е годы. Краснодар, мама у меня преподаватель математики. Мне было 10 лет, она поехала, взяла меня с собой. Тогда что-то прям чудовищно плохо было с едой. По-моему, это был, кто у нас был, Ельцин тогда был, Ельцин. Вот. И мне было 10, у меня старшая сестра куда-то уехала, я младшая в семье. Меня взяли с собой как дочку учительницы, и вот мы почему-то 2 суток в плацкарде вот ехали в трудовой лагерь собирать черешню и клубнику. Потому что можно было там наесться, а ничего не было. Меня и взяли с собой, девать меня было некуда. Мне все ребята устроили бойкот. Потому что им всем 14-15 лет, я думаю, вот старики какие, блин. Конечно, взрослые такие. Они такие, типа, вот взяли дочку учительницы на привилегированных каких-то там условиях. Мы не будем с ней разговаривать. Что это такое? Почему это она на особых условиях едет? Это такое, ревность еще такая, ревность детская. А я думаю, я же лидер, как так со мной никто не разговаривает? Я сижу там в уголочке, они что делают? Они играют в карты. Я карты в жизни никогда не видела. Мне казалось, карты это как вот курить сейчас. Вот тоже это что такое вредное прям совсем. Вот, и я думаю, сижу и думаю, что же сказать такое, чтобы внимание привлечь. А я вижу, что они играют в карты. Я такая говорю, а я умею гадать на картах. Я никогда в жизни не умела гадать на картах. Вообще никогда, вот чтобы вы понимали, вообще в жизни зрителям говорю, нет, это просто, я не знаю зачем. Просто мне надо было привлечь. Мне казалось, что в этот момент я не думала, что будет потом. Вот я за эту точку не заглядывала. Вообще, вот точно я подумала, так, я на какое-то время смогу привлечь внимание. Они такие, Даш, да ты чё? Да ты чё, правда умеешь гадать на картах? Я такая, да. Они такие, давай! Сели вокруг меня, а я-то только этого и хотела. Мне вот стать центром внимания. Конечно, вы как педагог прекрасно меня понимаешь. То есть как бы тут прям очевидно, что мне хотелось, для меня было статусом. Как это они такие взрослые, им всем по 14 старики такие, а мне всего 10, и вот они ко мне так, это сказать, благожелательно, как так-то. И я начинаю брать карты, беру обычные, наши там трефы, бубны, простейшие, там что-то начинаю там как-то раскладывать. Первый раз в жизни. И идет какая-то информация. Сейчас это модно говорить инсайт. Тогда же не было такого слова. Я просто говорю, и что-то мне в голове там что-то рождается. Я говорю, девчонка там сидит. Она там влюбилась в парня, у нее там первый поцелуй. 14-15 лет, может быть. Я начинаю, а она такая сидит, блин, а как похоже-то на правду? Это ведь правда же. Как ты узнала? И все вокруг такие, да ладно, да ты чё? И сразу у меня авторитет, пошла такая молва в этом трудовом лагере, ко мне особое отношение сразу. И вот я такая думаю, ладно, окей. Я даже вообще не понимала, насколько это вообще, игра. Я не думала вообще ни о каких-то последствиях. И вот поскольку в лагере в этом молва пошла такая, ко мне пришла вожатая, ей 21 год. Я думаю, это вообще старая женщина уже просто. Старуха просто. Как я могу ей предсказать? То есть мне 10, ей 21. И она такая, я тоже хочу. Мне там любовь, с другим вожатым, ему 23. Я такая, а вы знаете, я говорю, не знаю, а вообще могу ли я взрослым-то предсказать? Может, я только детям могу? То есть у меня такое мнение было, что это, наверное, я только могу ей таким же, как и я, плюс и минус. Она такая, пожалуйста, Я говорю, хорошо, ладно. И я начинаю тоже так же раскладывать, и она такая... Да, там, у него другая женщина, конечно, у них там ничего не получилось, но я прямо об этом рассказала.
И И она прям смело сказала: "Не да, получится у ну, вас там как ничего". есть. И, в общем, Мгм. и там маме моей рассказывали, и мама там смеялась, серьезно не воспринимала до поры до времени. Вот. А потом я приехала из этого лагеря, и все, мне прям как захлестнуло, мне стало интересно читать какую-то литературу, Мгм. книги, вот это все. Как бы мне захотелось узнавать дальше. То есть были такие еще карты, там звездочка звездочкой, там в Мурзилке они еще продавались, такой журнал был Мгм. Мурзилка. Мгм. И там были звездочка, луна, их нужно было там, ты там можешь гадать, вот эти карты, такие квадратики, загадывать какое-то желание, потом раскладываешь и смотришь, что у тебя там соединяется. И в зависимости от того, что у тебя соединилось, ты знаешь, что это значит, да. Вот с этого я начинала. Потом меня стали увлекать карты Таро, и я бесконечно начала предсказывать. Прям ко мне стали ходить люди, и я прям начала говорить. Я почему-то все время использовала карты. В какой-то момент у меня мама обратилась к женщине, Бабановой Татьяне, я помню, что её так отчество не помню. Вот крупная такая взрослая женщина. Вот, я не знаю, по каким причинам моя мама, вот честно, туда ходила к ней домой. Мы к ней пошли домой, и моя мама посадила меня с ней и говорит: "Вот моя дочка гадает". И эта Татьяна говорит: "А покажи, как ты гадаешь?" А у нее были фотографии ее клиентов, видимо, она на дому принимала. Она говорит: "Вот я тебе показываю там фотографии там кого-то". Я уже не помню, кого она мне показывала. Мгм. Я начинаю карты раскладывать, начинаю говорить. Она говорит: "Слушай, а давай попробуем убрать карты. Давай попробуем, вот мы эти карты просто уберем. А ты можешь без карты". Я говорю такая: "Нет, я не могу без карты, я не знаю, как без карт". "Нет, давай попробуем". Вот она меня уговаривала. Ладно, убрала карты, показывает мне фотографию. И я начинаю точно так же Тоже говорить говорить. без карт. Мгм. И потом я понимаю, что она говорит: "Слушай, тебе не нужен этот предмет посредника, это ясновидение". То есть вот она первая, Сколько лет кто было тебе? ну, лет 12 уже к этому моменту, не совсем наверное. еще ребенок. У меня в 15 лет были первые ученики. То есть я Мгм. уже начала вовсю работать вместе с ней, в том числе мы открыли центр деяния, первый на Пятницкой, 13 в Москве. Подземное, под землей такое помещение было. Это было так Мгм. здорово, потому что это были реальные приемы людей. Я уже там, мы собрали То группу есть тебя учеников. этот дар не испугал? Нет, мне как казалось бы, как бы это нормально. Ну, я потом Мгм. ходила учиться, и мне было интересно, тогда было модное направление, были Кашпировский, там Мгм. мама сажала вот это большое вот это ведро воды, А там это чумак. нет, он еще такой: "Энурез, у вас пройдет". Я так помню, его глаза такие страшные, все время про энурез говорил. Я думаю, у Ага. меня точно нет энуреза. А потом я походила Гончарову, Московская школа гипноза, Лилиана Мгм. была. Ну, вот это вся вот братва вот этих вот Мгм. Лонга, которые там. Лилиана, есть у нас интервью с Лилианой, посмотрите, пожалуйста. Я вообще у нее даже работать хотела. У меня Мгм. есть Ой, удивительная отдельная женщина, с да. ней история есть, и мы знаем друг друга много лет, и она меня знает с детства. Вот. И суть в том, что как бы я ходила на эти все интересные как бы залы актовые были, мне все это было интересно. Потом я нашла курсы парапсихологии, там, изучения сверхспособностей и так далее. То есть это было знание, которое я накапливала, мне всегда интересно учиться. Я и сейчас у своих коллег с удовольствием учусь. Мгм. Если я вижу, что человек интересен, у него есть какие-то интересные скиллы, знания, я всегда буду учиться. Смотри, ты вот рассказала нам о тех, ну, непростых, если не сказать, ну, страшных вещах, да, которые будут происходить и уже происходят. 26-й год, уже половина года прошла. Скажи, есть какие-то запретные темы, которые ты не можешь человеку сказать в индивидуальной работе? Сложный вопрос. У меня был случай, когда приехала женщина, буквально вот она была проездом, у нее в машине спал ребенок, она пришла только для того, чтобы спросить, сколько ребенку осталось жить. Я не знала, как ответить на этот вопрос, потому что ребенок умирал. Как сказать матери, сколько осталось жить ребенку, которому там лет 7-8? Ну как? Вот как? Страшные вещи. Я считаю, что, наверное, о смерти сложно говорить. Иногда это невозможно, но ну, у меня был случай, не один такой. Наверное, самый известный случай с Юлией Началовой, да. Это известный факт, я могу об этом сказать, потому что это подтверждено. Мгм. Значит, был такой на Первом канале проект "Докток".
Его Собчак вела. Вот. И у Юли Началовой, это известная певица, она погибла, была и есть сейчас, слава богу, в здравии, и Аня Исаева, пиарщица ее. Вот. И я когда-то работала в русской службе новостей с Ваном Воронковым. Мы вели, у меня радийных эфиров очень много, телевизионных очень много эфиров. Ну, я вела программы не одну. Тогда это было все популярно, модно. Сейчас это немножко подприкрыли, но все равно это существует. А тогда это вообще было на волне. И русская служба новостей, мы там вели проект, а потом Доренко после нас выходил. Доренко потом все время орал, что ему в эфир звонят по поводу экстрасенса Дарьи Мироновой. И он все время говорил: бесы, нам здесь не нужны бесы. Мне попросили поехать к Юлии Началовой. Я поехала в загородную резиденцию, где она там сидела. Она только родила ребенка, вот, и получилось так, что она была, ее подружка и Аня Исаева. Меня пригласили развлекать звезд. Ну, скучно, интересно что-нибудь посмотреть по картам. Первое, что говорит Юля: не говори мне ничего плохого. Не хочу ничего плохого знать. Только вот у нее нужно было ей ехать в Америку, записывать сингл там с очень известным продюсером, я уже даже не помню, но он чуть ли не чуть ли не со Спилбергом там вообще. Ну, то есть там высоченного уровня люди, и она должна была с ними писать песню. Вот, и она хотела узнать, как это все пройдет, как у нее будет вообще там запись этого музыкального произведения. Там все на самом деле все не сложилось, но она все равно туда поехала, что-то там получилось, что-то она записала, что-то нет. Но суть даже не в этом. Мы вот смехом, не смехом вот как-то начали разговаривать о ее мужчине, о том, что она будет еще там, сколько мужчин в ее жизни будет, и все это было, ну, как любой женщине интересно. И как-то, между прочим, у меня проскальзывает такая фраза, что, я вижу определенную дату и угрозу для жизни. Ну, и я помню, что она попросила не говорить об этом. Но это как-то само вылезло, я не знаю, как так вышло. И такая, Аня: да ладно, все, давайте не будем, ха-ха-ха-ха, и закрыли эту тему. И что произошло? Прошло там 15 лет или 20 после этого, и Аня вдруг вспоминает, бросая землю в могилу, что это все уже было. И дата была названа, и конкретное число было названо. Это прям точное. Все подтверждено. И Док-Ток, почему я стала рассказывать об этом проекте, пригласил меня на реконструкцию этих событий. Ну, понятно, что Юли нет, была актриса, которая играла эту Юлю Началову, и мы примерно попытались воссоздать то, что было много-много лет назад тогда. Это все снято, это есть в интернете, можно все это посмотреть. Можно ссылочку туда даже поставить. Вот, собственно, это к тому, что смерть практически невозможно избежать. И даже ты, зная дату смерти, не всегда можешь ее изменить. У меня много таких случаев было, когда я предупреждала о дате смерти. Для меня это было очень странно. В моей семье есть такая история. Вот у меня сестра старшая выходила замуж. Я говорю: я не вижу тебя со Славой. Огромный парень, 2-метровый там. Я не вижу судьбы, я не хочу, я не пойду на помолвку. Я говорю: не пойду, я не пошла на помолвку. А мне мама такая: ну, ты, наверное, завидуешь, потому что, старшая сестра у тебя замуж выходит, а ты еще нет. Я говорю: нет, мам, не так это все. Я говорю: не вижу, и все. Вот, как так? Вот, потом она выходит замуж. Я уже не могу не поехать, я иду на свадьбу, я опять не вижу их вместе. Нет, и все. Вот, и молчишь. Нет, и молчу. Я говорю: Настя, не вижу, я приду на свадьбу. А что я сделаю, если меня не слушают? Я что сделаю? Я что скажу? Не выходи замуж? Я ей говорила об этом. Она меня что, слушала, что ли? Нет. Потом рожает она дома, без врачей, одного ребенка, домашние роды. Я в шоке, приезжаю туда, помогаю. Потому что они оба биологи, они изучают науку, у них там они считают... Свои методы, да. Ладно, второй раз она дома рожает. Сначала она в деревне в какой-то там рожала без врачей, а потом дома, в ванне со своим мужем. И мне мама говорит: слушай, Даш, а ты не ошиблась? 2 детей. Ты говоришь, будущего нет. Ну как так? Я говорю: нету будущего. Вот. И вдруг мы сидим на даче, вот я вспоминаю, парень здоровенный такой. Я говорю: дай мне свою руку посмотреть. Хиромантия, хирология — это такая история, которая, как правило, всегда подтверждается. Левая рука — то, что предначертано, правая — то, что реально совершается. Я смотрю на его руку, смотрю, нет его. Нету человека, а он сидит передо мной, вот он сидит, я его трогаю, а по руке нету. Я такая:
Что-то Как не это может быть, Что-то не да? то, да, вот как-то вот, ну, непонятно, как так нету. Вторую руку смотрю, правая тоже. То есть у него идет линия жизни оборванная и 2 отростка такие окончательные. Двоедеток. Да, это показатель резкой внезапной кончины, смерти трагичной. И обе руки показывают, что, ну, по срокам жизни все. А он живой. Я думаю, чё, ну, я от каком-то таком, я не вижу его. Я опять его не вижу. Понимаешь? А он сидит. Он физически есть, а ты его не видишь. Да, потом я уезжаю отдыхать. Настя рассказывает, что он выиграл грант очередной. Они на Белое море, биофак МГУ, едут на научные исследования. Я говорю, слушай, и уже ему говорю, Слава, а зачем ты едешь? У тебя только ребенок родился. Ты же имеешь право послать своих научных сотрудников, чтобы они поехали. А у тебя только маленький, у тебя один ребенок и 3 лет нет, а другой у тебя только родился. Ты как бы, тебе не надо туда, ехать. Нет, я устала от детей, я устала от бытовых, я хочу. Я говорю, тебе нельзя ехать. Тебе не нужно ехать. Нет, я поеду. Значит, накануне, значит, почему я про знаки всегда говорю? Накануне этого он врезается, засыпает, врезается в столб на машине. Машину чинит, все нормально. Вот день отъезда. Он садится в машину, забыл документы, вернулся. Сел в машину, забыл ключи от машины, вернулся. Что в итоге получается? Едет он на машине, с ним рядом еще сидит мужчина, еще 2 мужчины сзади. То есть это его научные сотрудники. Они едут на его машине на Белое море, там куда-то туда, в научную лабораторию по поводу вот государственного гранта. Происходит ситуация, когда он засыпает за рулем, въезжает в фуру, его, конечно, раздавливает насмерть. А эти его сотрудники даже не получают синяка, пересаживаются на другую машину и едут дальше заниматься исследованиями гранта. Настя остается одна с 2 детьми. Как я и видела. Даш, Нет а вот будущего. скажи мне, Не помогло это вот всё равно. если бы он все-таки остался, вот ты говоришь, зачем ты едешь, зачем ты едешь? Если бы он остался, он бы выиграл время. Но то есть Только время выиграл Нет, бы. судьба предначертана, потому что я понимаю вопрос. Да. Вот есть скелет у человека. Есть вещи предначертанные. Это наша семья, у кого мы родились, это наши родители, наши жены, мужья, дети. Это предначертано. Ты не можешь этого изменить. Смерть предначертана. Но поскольку времени не существует, эта точка может меняться. Ее можно как приблизить, так и отдалить во времени. Если ты заранее знаешь точку смерти, точку перехода, ты можешь дать себе фору пожить подольше. Все, что он мог выиграть, это либо приблизить это, либо удалить. Но все равно он погиб бы в автокатастрофе. Все равно это бы произошло, но с разницей во времени. Может быть, «Пункт назначения» кто-то из зрителей смотрел, фильм такой, вот несколько было частей, «Пункт назначения». Очень грамотный фильм. Часто бывает, что вот, художественные произведения, фильмы, в которых скрытые смыслы. И вот здесь вот есть один скрытый смысл: смерть невозможно избежать. Ее можно только отдалить во времени. Все, другого варианта. Если человеку предначертано утонуть, он утонет. Если человеку предначертано в самолете погибнуть... То есть и способ ухода из жизни, он предначертан. 100%. 100%. Все, что ты можешь, это время. Выиграть время, потому что нету такой константы, как время. Мы ее сами придумали. Ну вот такой вот... Я не фаталист, но я убеждена, что есть вещи, которые от нас не зависят. И наша судьба во многом предначертана. А знаешь ли ты что-то о себе? Или Да. это табу? Да, но нет ничего страшнее, чем знать свою судьбу до конца. Наверное, до самого конца я бы не хотела смотреть. Это страшно. Ну, то есть, как бы, и это, наверное, ни к чему не нужно, потому что многие знания, многие печали. Многие вот девочки молодые, особенно там, и парни тоже говорят: как классно быть экстрасенсом, там, ясновидящим, я хочу развивать сверхспособности. Первое, что вы должны понимать, что, вступив на этот путь, вы никогда не сможете быть прежними. Вы не сможете: я сегодня ясновидящий, а завтра я слесарь-сантехник. Так не будет. То есть ты уже вступаешь на путь служения людям, и это навсегда. Прекращаешь работать, просто не выдержишь, психика не выдержит. Многие спиваются, многие запрещенки начинают переходить, многие просто сходят с ума, потому что нельзя остановиться. Ты уже стоишь на этот путь, и этот путь, служение, он навсегда. Это первое. Второе, многие знания, многие печали. Ты теряешь детство.
Ты Мгм. теряешь, как бы вот наивность какую-то. Вот моя ранняя практика показала мне, что я не успела быть ребенком. Я как будто перешагнула этот момент, и я сразу стала как бы принимать. Это плохо. Как ты Я во думаешь, это тоже было предначертано в твоей судьбе? Стечение обстоятельств так Мгм. сложилось. Ну, многие люди, не зная своих сверхспособностей, могут жить Всю годами, жизнь а потом прожить. в какой-то момент, так складываются обстоятельства, что это вскрывается, что у них были способности. У меня просто стечение вот это вот наивное, вот, какая-то Попробовать, вот, попробовать любопытство, да? желание быть в центре внимания, да, вот это Мгм. нарциссизм какой-то, да, вот он мне очень помог, в какой-то момент и действительно дал мне возможность открыть себя. Но это просто удачное стечение обстоятельств. Мгм. Я уверена, что у всех у нас заложены способности, но чем я отличаюсь от другого человека? Тем, что я как, ну, спортсмен постоянно тренирую свои способности, да. Например, обычный человек, он, может просто иногда видеть пророческие сновидения, какие-то особые сны, которые сбываются. Это могут быть разные сновидения. Они могут прям показывать людей, которых ты потом видишь реально, они один в один сбываются. Бывают такие зашифрованные символы, там, например, собаку видишь, и там тебе друг какой-то приходит старый, там, известный, там, не Мгм. знаю, твой самый хороший. То есть разные сны бывают. Или ты одновременно подумаешь о человеке, он тебе тут же позвонит. Или одновременно с человеком говоришь одну и ту же фразу или слово. Это проскальзывает у каждого, абсолютно у каждого. Просто это зависит от того, как ты развиваешься, как ты работаешь со своим сознанием, со своей шишковидной железой, Железой. которую тебе специально уменьшают, Тором, убирают да. втор-сырьем, в том Да. числе зубной пастой, которую ты Да-да-да. используешь со содержанием фтора и так далее. Это все тоже заговор против Мгм. человечества. А кто, как ты думаешь, этот заговор придумал? Вот эти, которые придут к нам как спасители. Мгм. Это все продумано на самом деле. Это такой великий сценарий жизни. Мы к нему придем. И все Как в идет по фильме этому «Дикий сценарию. Запад». Но в какой-то степени да. А ведь фильм не просто так был Конечно, создан. конечно. А, Даш, скажи, пожалуйста, ты учишь людей ясновидению? Ты можешь раскрыть в человеке такие способности? Опасный вопрос. И да, и нет. Если у человека есть способности, генетически они, как я знаю, у всех заложены, у кого-то Мгм. больше, у кого-то меньше, развить способности можно. Но я предупреждаю, многие знания, многие печали. Во-первых, если говорить обо мне, то есть очень сильные ограничения. Я никогда в жизни не пробовала спиртного. Мгм. Никогда. Сознание должно быть чистым. Это принципиально, потому что ты работаешь с высокими вибрациями. Я не ем мясо, но не потому, что я вот такая прям продвинутая, просветленная. Это связано с работой. Ни мясо, ни рыбу, ни кисломолочные продукты, ничего животного происхождения. Это сложно. Мгм. Это недешево в нашем мире, и нужно постоянно держать баланс, то есть без перекосов в физическом здоровье. Здесь очень важно держать количество микроэлементов. Это связано с работой, только с работой. Мгм. Потому что мне нужно работать, мне нужно постоянно находиться в форме. Никаких запретных веществ, ни в коем случае. То есть ты должен держать себя внутренней и внешней чистоте. Чистым. Мгм. Как говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, одежда, и душа, и мысли. То есть ты не всегда соответствуешь этому, ты должен к этому стремиться, Мгм. чтобы максимально чисто видеть. Это духовный Даш, дар все таки. во что или в кого ты веришь? Сложно такой вопрос. В смысле, есть ли Бог? Да. Кому ты молишься, у кого ты просишь помощи, поддержки? Ну, сил, энергии, ну, Вселенной. Наверное, я верю в космос, во Вселенную, в квантовую энергию, в то, что есть вокруг нас, в этот бесконечный эфир, из которого мы черпаем жизнь, и которого мы еще пока не знаем. Я думаю, что божественное в каждом из нас есть, потому что вот если о Ветхом Завете говорить, то там сказано, что трудно спрятать светильник сквозь перевернутый кверху сосуд. Мы сосуды. Внутри нас есть свет. У кого-то он подсвечен ярче, у кого-то он притушен, у кого-то его нужно снова зажечь. Мы когда влюбляемся, мы зажигаем этот свет. Ну, то есть это величайший дар, который есть в каждом, и мы должны этот свет держать внутри, чтобы стать светильником самому себе. Мы божественные существа, мы боги. Мы просто забыли, что мы боги, мы заигрались в наши физические аватары. Но когда Мгм. мы об этом вспоминаем, мы становимся богами. В это я верю.
Спасибо. И последний вопрос. Мы с тобой начинали с глобальных вещей, мы говорили о том, какие перемены уже идут и ждут нас, и еще будут. Они сильные, мощные, огненные. В конце скажи, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям, а как бы ты посоветовала себя вести в этот период? Что важно сохранять, дополнять, развивать, чтобы пройти максимально, если не легко, то ровно вот эти перемены? Дорогие зрители, прежде всего, наверное, мне хочется пожелать вам великодушия, милосердия, отсутствия внутренней паники, потому что если вы внутренне ощущаете панику, все, вы пропали. Главное внутри держать баланс. Конечно, легко говорить об этом, но как в этом сосуществовать? Практики медитации, практики переключения в стрессовом состоянии ума. То есть если вы находитесь в каком-то тяжелом стрессовом состоянии, у нас есть определенные, скажем, рефлексы. Да? Постарайтесь работать со своими рефлексами мозга. Например, если вы находитесь в глубочайшем стрессе, а нас всех ожидают довольно сложные времена, постарайтесь переключать свое внимание хотя бы на дыхание. Простое упражнение, которое позволит вам выйти из состояния глубочайшего погружения в стресс. То есть делайте глубокий вдох носом, резкий выдох ртом и максимально свое внимание обратитесь внутрь себя. Если вы находитесь в тяжелом эмоциональном потрясении, попробуйте зажечь свечу и обычную свечку расположить ее в 50 сантиметров от своего взгляда и просто хотя бы около минуты на нее постараться, не моргая, смотреть. Но не вперевшись, а как бы ваш взгляд должен быть настроен на бесконечность, сквозь свечу. И постарайтесь включить какую-нибудь медитативную музыку, когда вы слышите голоса природы, шум воды, дождя, птички как поют. Постарайтесь работать со своим сознанием. Вы можете им управлять. Главное, не паникуйте. Потому что паника — это самое страшное, что сжигает изнутри ваш внутренний свет. Конечно, это трудно, но нужно стараться. Я уверена, что наш подкаст вам будет полезен и поможет. Даш, спасибо огромное. Мне было очень интересно. Я много знаю, но услышала еще больше нового и интересного. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение.